Здравствуйте! Сегодня мы начнем разбор грамматики второго урока Мина но Нихонго первой части. Итак, первая тема. Коре, соре, аре. Что это такое? Это указательное местоимение, которое используется для указания на предметы. Коре переводится на русский язык как «это». Оно указывает на предмет, который находится возле вас. Соре на русский язык тоже переводится как «это», но и переводится как «то». Оно указывает на предмет, который находится возле вашего собеседника. И аре переводится как «вон то». Оно указывает на предмет, который находится далеко от вас обоих. В предложении коре, соре и аре всегда являются главными героями, поэтому мы всегда их выделяем частицей «ва». То есть мы воспринимаем их как существительные. И если подставить ее под ту грамматическую конструкцию, которую мы разбирали в прошлом уроке, у нас получится предложение полноценное. Например, эта книга. Коре ва хондес. Коре ва хондес. То есть это книга, которая находится вблизи вас, и вы на нее указываете рукой. То словарь. Соре ва дишодес. Соре ва дишодес. То есть это словарь, который находится возле вашего собеседника. Он к нему может дотянуться рукой, а вы нет. Или же третий вариант. Вон то ключи. Арева каги деска? Вопрос. Арева каги деска? Вон то ключи? То есть это предмет, ключи, которые находятся отдаленно от вас обоих. Как вы уже поняли, если подставлять эти слова под те грамматические конструкции, которые мы использовали и выучили в прошлом уроке, мы можем значительно больше расширить наш словарный диапазон и шире изъясняться. Например, эта книга Корева хондес. Мы можем сказать также это не книга Сорева хон джаримасен. Или же мы можем сказать это тоже книга Сорева мо хондес. Или же это тоже не книга Сорева мо хон джа аримасен. То есть вариаций уже создавать предложение у нас намного больше. У вас может возникнуть несколько ситуаций, где вы можете запутаться. Например, вы пришли в магазин и хотите купить, например, батарейки. Батарейки на японском языке будут как денчи. Не путайте с денки, это свет, или же генки, то есть здоровье. Денчи, батарейки. Вы подошли к прилавку, за прилавком стоит продавец, смотрите на витрину, и у вас под витриной лежат батарейки. Вы на них указываете, спрашивая: «Корева денчи деска? Корева денчи деска?» Продавец смотрит на батарейки, так как он к ним не может еще дотянуться, он скажет: «Сорева денчи дес». Сорева денчи дес. Батарейки также могут быть, допустим, у вашего продавца за спиной, на стене висеть. В таком случае вы можете к нему обратиться и спросить: «Сорева денчи деска?» И если он обернется, а они у него за спиной, они к нему ближе, он скажет: «Корева денчи дес». Какие еще примеры можно создавать с словом коре, соре и аре? Например, это машина.
коре ва курума дес. Одно из самых распространенных фраз устойчивых, которые есть в японской речи, например, корео кудасай. На русский язык оно переводится как «это дайте, пожалуйста». То есть в ситуациях, когда вы не знаете название товара на японском, вы используете эту фразу. Она легко вам помогает совершать какие-либо покупки. Кудасай – это глагол. Он происходит от слова кудасару. А в вежливой форме будет как кудасай с повелительным наклонением. Очень распространенная фраза. Корео кудасай. Итак, мы разобрали примеры, как мы можем использовать коре, соре и аре. Но как нам задавать вопросы, используя эти слова? Например, мы хотим задать вопрос «это что?». В этом случае нам помогает канджи, которое переводится «что» или «как». Нан. Нан деска. Мы подставляем под эту конструкцию вопросительную слово коре. Корева, сорева, арева. Итак, это что? Корева нан деска. Это что? Корева нан деска. То есть мы указываем на предмет и задаем вопрос, что это такое. Или же то что? То что такое? Сорева нан деска. Сорева нан деска. Или видим предмет, который далеко находится от нас. Например, машина где-то далеко стоит, красная маячит. А мы задаем вопрос. Арева нан деска. Арева нан деска. Вон там что? Или вон там что такое? Следующая тема. Коно, соно, ано. Что это такое? Это слова, определяющие существительные. Они также являются относительными и указательными местоимениями. Их особенность в том, что они никогда не стоят самостоятельно от существительного. То есть, если коре, соре и аре, они выполняют функцию как самостоятельного, указательного существительного, то соно, коно и ано будут всегда состоять в комплекте коно плюс существительное. Итак, переводится на русский язык как коно этот, соно тот и ано вон тот. Принцип использования является тот же, что и при использовании существительного коре, соре и аре. То есть коно – этот предмет, который находится вблизи нас. Соно – это предмет, который находится вблизи собеседника. И ано – предмет – это тот предмет, который находится далеко от вас обоих. Итак, например, этот зонт мой. Коно каса ва ваташи но дес. Или же можем сказать коно каса ва ваташи но каса дес. Следующий пример. Та книга моя тоже. Соно хон мо ваташи но дес. Соно хон мо ваташи но дес. То есть это книга, которая находится возле вашего собеседника. Он на нее смотрит, может, хочет взять ее в руки, а вы говорите, это тоже моя книга. Соно хон мо ваташи но дес. Или же третий пример. Вон тот человек, кто? Мы уже изучали эту фразу в прошлом уроке.
Анохито ва даре деска. Анохито ва даре деска. Вы уже обратили внимание, что в слове ано каса ва ваташи но дес я могла сократить слово каса, то есть не повторять в одном предложении 2 раза слово зонт. Такое допускается для того, чтобы не нагружать излишне одно предложение. То есть вы можете сказать коно каса ва ваташи но каса дес, это будет правильно, но также можете сказать коно каса ва ваташи но дес. Следующая тема содес или же соджаримасен. Содес. Содес переводится как «это верно». Соджаримасен – нет, неверно. Используется для подтверждения истинности или ложности содержания вопроса. То есть человек может задать вам какой-либо вопрос, и вы можете, уже зная предыдущие конструкции, отвечать ему несколькими вариантами ответа. Ну, например, это часы Марии, могут задать вопрос. Коно токей ва Мария но токей десу ка? Вы можете ответить либо да, Марии часы, хай, Мария но токей десу. Можете ответить иначе. Хай, Мария но десу. Без использования слова токей. Сокращенный вариант. Хай, Мария но десу. Или же можете просто подтвердить. Хай, со десу. Да, верно. То есть уже на вопросительное слово у вас 3 варианта ответа. Рассмотрим еще примеры. Это машина господина Мира, или же это господина Мира машина. Корева Мира-сан но курума десу ка? Вы можете ответить просто да, это верно, хай, со десу. Или же сказать нет, неверно. Соджаримасен. Есть еще 3-й вариант, который подчеркивает неправильность или же отличие чего-либо. Например, чигаймас. Неправильно. Чигаймас. По сути, это вопросительное предложение, оно строится таким образом, чтобы вам отвечать на модель типа да или нет. Следующая тема, 4. Существительное десу ка. Существительное десу ка. Когда мы видим в одном предложении окончание в виде десу ка или же использование 2 к как вопросительного компонента в предложении, то здесь, скорее всего, у нас альтернативный вопрос, который подразумевает, что мы должны выбрать что-то правильное из 2 предложенных вариантов, из которых состоит предложение. Например, нам могут предложить сок или компот, могут предложить там чай или кофе. Или, допустим, вы находитесь в магазине, выбираете себе платье, и оно в 2 цветовых вариантах – синее и красное. В этом случае вы можете услышать альтернативный вопрос: синее платье или красное? Аой десу ка? Акай десу ка? Предложение будет одним цельным, оно будет писаться через запятую, но смысл его будет в том, что у вас должен быть один ответ, как вариант ответа на альтернативный вопрос. Нужно заметить то, что в подобных альтернативных вопросах не используется слово «хай» – «да» или нет. Вы должны заранее отвечать правильным вопросом. То есть, если выбираете красное – акай десу. Если выбираете синее – аой десу. Акай и аой – это прилагательные.
Но чем хороша эта конструкция, то что она позволяет использовать не только существительные, но и прилагательные. Если вы посмотрели внимательно на заглавие, то увидели, что в первой строке написано существительное 1К, запятая существительное 2К и вопрос. В этом части я не использовала частицу des. Почему? Этот вариант больше используется, когда вы говорите в повседневной жизни. То есть вы можете конструкцию эту использовать только если говорите с близким человеком, другом, мамой, папой и так далее. Смысл же его остается один и тот же. Иногда в неформальной речи может упускаться частица «к», но лучше ее оставлять, потому что ясности она добавляет больше. Так как мы сегодня изучаем именно вежливый вариант использования альтернативного вопроса, всегда старайтесь использовать ее с глаголом связкой des, а после вопросительный компонент «к». Des-к. Давайте рассмотрим примеры. Например, это господина Мира машина или госпожи Марии. Сорева Мира санно курома деска. Мария санно деска. В этом случае я опустила слово курома, чтобы не повторяться дважды. Не будет ошибка, если вы скажете полную фразу, например, «Сорева Мира санно курома деска». «Сорева Мария санно курома деска». Это будет также верно. Ответ должен быть правильный, то есть вы не используете частицу «хай». Вы говорите сразу «Мария санно курома дес», если это ее, или если это господина Мира, то отвечаете «Мира санно курома дес». Как вы уже поняли с предыдущих вариаций ответа, вы можете сказать либо «Мира санно курома дес», или же просто «Мира санно дес». Оба варианта будут правильными. Следующий пример. Черные или белые? Бурако деска, вайто деска, бурако деска, вайто деска, бурако дес. Черные. Или, например, кофе или чай? Кохи деска, оча деска, кохи деска, оча деска, кохи дес. Следующая тема, 5. Существительное «но», существительное «des». В первом уроке мы говорили о том, что частица «но» является связующей между двух существительных, и она определяет то, что существительное 1 определяет существительное 2. Мы указывали на то, что, например, работник может быть работником банка. Здесь акцентируется внимание на его принадлежности. Например, Mitsubishi no Ginkoin des. Или же на владении чем-либо. Например, моя сумка Watashi no kaban. Мамина книжка Haha no hon des. Или же, когда мы говорили об идентификации. Что это означает? Мы можем сказать «мой брат», «мой отец», или же «моего друга брат» и так далее. Здесь идет идентификация. Например, «мой брат ваташи но ани». В сегодняшней же теме мы разберем о том, как сказать, о чем книга, о чем, собственно, речь. Используя связку «но» между двумя существительными. В этом случае она указывает либо на тему, либо содержание чего-либо. Например, мы интересуемся о том, о чем же эта книга. А нам могут ответить книга о компьютерах, журнал о косметике, или же, допустим, книга о рецептах.
В этом случае мы всегда между существительными ставим «но». Например, компьютер но хон – книга о компьютерах. Или же камера но хон – книга о камерах. Чтобы задать вопрос, в этом случае мы используем вопросительное слово «нан». Но так как мы изначально спрашиваем о чем, мы присоединяем к слову вопросу «нан» частицу «но». И получается у нас уже новое вопросительное слово «о чем». Например, «нанно». Дальше подставляем новое существительное. Если это книга, говорим о книге. Если это журнал, говорим о журнале. Например, что за книга или какая книга? Нанно хон десу ка? Нанно хон десу ка? То есть о чем книга? Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Например, фильм. На японском языке переводится как эйга. Давайте попробуем построить предложение с ним, вопросительное. О чем этот фильм? Коно эйга ва нанно эйга десу ка? Коно эйга ва нанно эйга десу ка? Как я уже говорила, иногда можно сокращать, если вы знаете, о чем идет речь в вопросе. То есть вы можете спросить «Коно эйга ва нанно десу ка?» «Коно эйга ва нанно десу ка?» О чем этот фильм? Отвечаете просто, без хай, содес и так далее. Вы отвечаете, что это за фильм, используя связку «но». Например, ужасы хора. Хора но эйга десу. Хора но эйга десу. Фильм ужасов. Или же наоборот, можно сказать просто хора но десу. Хора но десу. Просто ужасов. То есть слово эйга, слово фильм не обязательно повторять, так как тема уже шла изначально о нем. Или же, например, вы хотите спросить, о чем эта музыка. Музыка на японском языке означает онгаку. Это слово вы еще будете учить в следующих словарях. Давайте построим предложение. Коно онгаку ва нанно онгаку десу ка? Коно онгаку ва нанно онгаку десу ка? Например, это рок-музыка. Вы отвечаете «Рокку но онгаку десу». «Рокку но онгаку десу». Обратите внимание, в слове «рокку» маленькая цу. Она позволяет удлинять после него согласный склад. Что это означает? Если стоит две буквы в русском языке, например, деревянный, две буквы «н», вы произносите с удлинением согласный звук. В японском языке, когда вы пишете катаканой, маленькая цу указывает на удлинение звука, который стоит после нее. Рокку, рокку. То есть уже идет удлинение именно второго слога ку. Рокку, а не року. Следующий пример. Мы знаем, что в Японии очень много манго. Давайте зададим вопрос с этим словом. Манго. Коно манго ва нанно манго десу ка? Коно манго ва нанно манго десу ка? Или можно просто спросить. Коно манго ва нанно десу ка? Если это комедия, комедийная манга, она переводится кигеки. Кигеки. Комедия. Добавляем частицу но
мы образуем слово комедийное вместо слова комедия. Кигеки но манга дес. Кигеки но манга дес. Следующее. 6 тема. Но вместо существительного. На протяжении разбора сегодняшней грамматики я не один раз упоминала о том, что можно сокращать предложения, если в них изначально понятно, о чем речь. Когда в одном предложении идут два существительных, абсолютно одинаковых, например, это музыка. О чем эта музыка? Вы не будете повторяться. Мы также разобрали о том, что мы можем задавать вопросы, если на примере предыдущей темы. Нанно онгаку десу ка? Нанно, то есть коно онгаку ва нанно десу ка? Мы можем сказать полную версию. Коно онгаку ва нанно онгаку десу ка? Вопросительным словом является нанно. Также мы можем составлять и новые вопросы с использованием частицы «но». Например, когда у нас возникает вопрос, чтобы задать, чья это сумка. В прошлом уроке мы учили, чтобы сказать «кто», мы можем использовать два слова «доната» и «дарен». Для того, чтобы составить новое вопросительное слово с использованием «чья это» или «чье это», мы добавляем к слову «даре», к слову «вопросу», частицу «но». И у нас образуется вопрос нового варианта «дарено». Например, «Вон то, чья это сумка? Арева дарено кабан десу ка?» Или же можем сократить. Если мы взглядом видим сумку или она далеко от нас обоих, меняя собеседника, я головой показываю или рукой «Дарено десу ка?» Чье это? «Дарено десу ка?» Или же, например, «Эта сумка твоя?» с использованием частицы «но». «Эта сумка твоя?» Коно кабан ва аната но десу ка? Твоя? Коно кабан ва аната но десу ка? В этом случае идет сокращение слова сумка, кабан. Можно произнести коно кабан ва аната но кабан десу ка? То есть это будет полная версия предложения. Или же, если мы уже знаем, о чем идет речь, мы говорим сокращенным вариантом. Коно кабан ва аната но десу ка? Чтобы немножко облегчить само предложение. Отвечать можете просто «нет, не моя». Ие, ваташи но джаримасен. Ие, ваташи но джаримасен. Или, допустим, «Вон то, чья сумка?» Или, допустим, «Вон то, чья машина?» Арева дарено кабан десу ка? Арева дарено кабан десу ка? Или же арева дарено курума десу ка? Чья это машина? Вопрос можете составить, ответ можете составить простой. Например, указать фамилию. Вы знаете, что человека зовут, допустим, господин Сузуки, и вы говорите, что это его либо сумка, либо машина. Сузуки-сан но десу. Сузуки-сан но десу. То есть вы можете сказать Сузуки-сан но курума десу. Сузуки-сан но кабан десу. Или же сокращенным вариантом Сузуки-сан но десу. Итак, подсуммируем. Если понятно, о чем идет речь в предложении, мы можем ее сокращать. Ваташи но кабан, ваташи но. Сотрудник AMC но Шейн, да? AMC но Шейн. Можем просто сократить. AMC но. Допустим, Энтони, работник AMC компании, да? Энтони ва AMC но Шейн десу ка? Хай.
EMC no Shein des. Или же Хай EMC no des. Следующее. О плюс существительное. Что это такое? Слог «о» в данном случае выступает как уважительная приставка. Ее относят к категории кейко. Ее основная функция – это добавлять вежливости к предмету или собеседнику. Она всегда используется только с исконно японскими словами. Это те слова, которые вы читаете в варианте куньоми. Что такое куньоми? Когда вы учили новый иероглиф, то, скорее всего, обратили внимание, что он имеет два способа чтения. Один куньоми, второй оньоми. Куньоми – это исконно японское чтение китайского иероглифа, основанного на японском слове, которое соответствует смыслу этого иероглифа. Что это значит? Что самостоятельно один иероглиф читается способом куньоми. То есть, если в простом предложении вы увидите иероглиф, который стоит один, как существительное, то будете читать его и переводить по смыслу японскому, а читать способом куньоми. То есть река, иероглиф река будет означать река в переводе в тексте. В случаях, когда у нас происходит усложнение слова, например, когда в одном слове несколько иероглифов, например, запасной выход хиджогучи или же сенсей, где два иероглифа сен и сей. Этот способ чтения является оньоми. Что это значит? Это китайское чтение японских иероглифов, основанное на приблизительном воспроизведении звуков китайского языка, которые они заимствовали в разные исторические периоды. Но давайте вернемся к нашей теме. Приставка «о» плюс существительное. Какими словами она может встречаться? Например, страна, ваша страна, окуни, саке, осаке, сувенир, омияга, отец, отосан. Например, когда вы обращаетесь или в разговоре затрагиваете тему о родственниках вашего друга, то вы всегда говорите с приставкой «о», когда вспоминаете членов его семьи, например, его мать, его отца, или его супругу, или даже детей. Всегда приставка «о» в данных случаях присутствует. Например, «о-касан» – матушка, «о-тосан» – отец. Вы не используете приставку «о», когда говорите по отношению к себе или же к своим действиям. Но есть несколько фиксированных слов, например, чай, деньги, оча, оканы. Они одинаково используются, когда вы говорите о себе или же о постороннем человеке. Также есть фиксированные выражения, например, как вас зовут, Онамаева, или же как у вас дела, Огенки деска, или бодры ли вы, или здоровы вы. Или же, например, как там ваша работа, да? Какая у вас работа? Или, это если дословно. Ошиготова, как ваша работа? Следующая тема. Содеска. На русский эквивалент она переводится понятно, вот она как. Допустим, вы строите предложение. Это кофе твой? Коно кофе ва аната но деска. Вам могут ответить: нет, Марии. Мария но дес. Ну а вы подтверждаете: понятно, вот она как. Содеска. То есть в данном случае это выражение используется для подтверждения понимания полученной новой информации.
и оно всегда произносится с немножко пониженной интонацией. Например, можете сказать «это мое», да? Вот вы хотите взять зонт среди других зонтов, которые стоят там где-то в уголке, а человек подходит и говорит «это мой, это мое». Корева ваташи но дес. Вы ему отвечаете «со дес ка». «А, понятно». Или «а, вот оно как». Или, допустим, можно построить вопрос, допустим, Мария студентка, Мария ва гакусей дес ка. То есть вы можете задать, вам могут ответить «хай со дес». Или, например, «хай гакусей дес». То есть «да, верно», или же «да, студентка». Вы отвечаете «а, со дес ка». Или же «со дес ка». Понятно, вот она как. На этом тему сегодняшнего урока мы закончили, но я бы хотела еще немножко занять вашего внимания, вашего времени. А именно, чтобы разобрать то, как иероглиф «го», который означает «язык», присоединяется к названию какой-либо страны. В этом случае на русский перевод он будет переводиться как язык той или иной страны. Например, Япония Нихон, присоединяем иероглиф го, получается японский язык Нихонго. Если это Франция, присоединяем к ней иероглиф го, переводится как французский язык Фурансуго. Однако не ко всем названиям стран мы можем присоединить подобное название. Например, к Великобритании, которая на японский язык звучит как Игирису, или же Канада, которая пишется как Канада, но языком национальным являются два: французский и английский. В этом случае в японцев выработались названия собственные. И, например, английский язык будет переводиться не как Игирисуго, а будет переводиться как Эйгу. И он является адаптивным словом, существительным, которое вы используете тогда, когда говорите об английском языке. Для того, чтобы задать вопрос, какой язык, мы используем, опять же, вопросительное слово «нан». Но присоединив к нему иероглиф «го», у нас образуется новое слово вопросительное «наниго», то есть «что за язык?». Когда говорим «на каком языке» мы говорим, то здесь помимо слова вопросительного «наниго» еще присутствует частица «д». Но это тема 7-го урока. Чтобы задать вопрос, на каком языке говорите вы, мы строим предложение следующим образом. Аната ва наниго о ханашимасу ка. При этом ханашимас означает говорить. Это глагол вопросительной частицей ка. Ханашимасу ка. Аната ва наниго о ханашимасу ка. На каком языке говорите? Хотела с вами научиться считать от 1 до 10. Начинаем. 0、0、 0, 1、 1, 2、 2, 3、 3, 4、 4、 4, 5、 5, 6、 6, 7、 7、 7, 8、 8, 9、 9、 9, 10、 10,
счет от 10 до 20 считается несколько иначе. В русском языке мы говорим 11, 12, 13 и так далее. Это личные названия, так же как 1, 2, 3, 4 этих цифр. Однако у японцев идет счет по типу десятков. То есть мы говорим, допустим, 21, 20 десятков и плюс 1, 23, 24. У японцев присутствует то же самое, но не с 20, а с 10. Поэтому считаем мы как 10, 10, 1, 10, 2, 10, 3 и так далее. 10、 10, 11、 11, 12、 12, 13、 13, 14、14、 14, 15、 15, 16、 16, 17、17、 17, 18、 18, 19、19、 19, 20、 20, 10、 10, 20、 20, 30、 30, 40、 40, 50、 50, 60、 60, 70、 70, 80、 80, 90、 90, 100。 100. Когда мы просчитали до 99 и перешли на 100 хяку, мы начинаем считать цифры, но должны мы обратить внимание, что такие цифры, как 300, 600 и 800, они произносятся несколько иначе. Например, если 100 мы считаем как хяку, мы можем случайно ошибиться, назвав, допустим, 300 сан хяку. Это будет неправильно. Оно будет считаться как санбяку. Если будем говорить 600, вместо року хяку происходит в японском языке изменение этого слова, и оно изменилось на роппяку. Тоже касается и 800. Вместо хачи хяку произносят как хаппяку. 100、 100, 200、 200, 300、 300, 400、 400, 500、 500, 600、 600, 700、 700, 800、 800, 900、 900, 1000、 1000, 1000、 1000, 2000、 2000, 3000、 3000, 4000、 4000, 5000、 5000, 6000、 6000, 7000、 7000, 8000、 8000, 9000、 9000, 1万、 10 тысяч. Когда вы дошли до счета в
10 тысяч. У многих начинающих изучать счет в японском языке возникает небольшой блок. Почему? Мы привыкли, что после 10 тысяч, 20 тысяч, 90 тысяч идет дальше счет в 100 тысяч, потом там, миллион, 10 миллионов, 100 миллионов и так дальше, 1 миллиард. К сожалению, японцы в этом отношении пошли несколько в ином направлении. И то, что мы привыкли мысленно проговаривать как 100 тысяч, в Японии не присутствует. Они посчитали, что если они могут просчитать до 10 тысяч, то они могут также и 10 тысяч произносится как ман, то есть один ман это 10 тысяч. Они также могут считать и по отношению к 1000 манов. То есть, чтобы сказать, вместо 100 тысяч они произносят 10 манов, то есть джиуман. Для того, чтобы сказать 1 миллион, они произносят вместо 1 миллиона хякуман. Чтобы сказать 10 миллионов, они произносят 1000 ман, то есть сенман. И чтобы сказать 100 миллионов, они произносят как оку. То есть начиная от 100 миллионов, маны сменяются на оку. То есть по сути звучит как ичиоку. Несколько примеров. Итак, мы знаем, что счет от 1 до 10 тысяч в принципе тот же самый, как и в русском языке. Например, 24 мы произносим как 20 и 4. То есть ниджу йон. Ниджу йон. Если мы хотим сказать 451, мы сначала говорим 400, йон хяку, потом говорим 50, потом 1. Получается йон хяку, годжу, ичи. Йон хяку, годжу, ичи. Если мы хотим сказать 7823, сложная цифра, тоже потом по тому же принципу, что и в русском языке. Мы говорим сначала тысячи, потом сотни, потом десятки, а потом уже единицы. То есть 1000, 7000, нанасен, 800, хапяку, 20, ниджу, 3 сан. Получается нанасен, хапяку, ниджу, сан. Чтобы сказать 12630, мы говорим сначала отделяем, что у нас здесь 12 тысяч, это ман, то есть 1 ман, ичи ман. После считаем, как мы приучились, 2630, то есть идет 1 ман, это 10 тысяч, потом сотни, потом тысячи, потом сотни, после десятки. Ичиман, нисен, ропяку, это 600, санджу, 30. Ичиман, нисен, ропяку, санджу. Например, как сказать 17,5. В этом случае запятая произносится как тен. Мы говорим 17. Джунана. Потом говорим тен, то есть запятая, и цифра го 5. Джунана тен го. Или 0,67. 0 рей. Потом запятая, потом 67, да? Рей тен року джу нана. Рей
тен, року, джу, 60, нана, 7. Как сказать 1/2, 7/4 и так далее? Мы произносим 1/2 как ни, бунно, ичи, то есть вторая часть от единицы. Ни, бунно, ичи, или же 7/4. Йон, бунно, нана. Йон, бунно, нана. Четвертая часть от 7. Также я бы хотела, чтобы мы научились с вами считать. Для этого нам нужно выучить знаки, которые за это отвечают. Итак, равно ва или же икору. Ва или икору. Плюс тасу отнимать хико, делить вару и умножить какеру. Давайте рассмотрим несколько примеров. 6 поделить на 3 равно 2. 6 року поделить вару. 3 сан равно ва. Ставим результат двойка. Ни. Получается року вару сан ва ни. Если мы отвечаем на вопрос в вежливой форме, мы представляем частицу, связку, глагол des. Или, например, 3 умножить на 1 равно 3. Сан какеру ичи ва сан. То есть 3 умножить какеру на 1 ичи равно ва 3. Что ж, на этом мы заканчиваем на сегодня. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, не кидайтесь тапками. Всем хорошего дня!